Всем привет! Спустя почти полтора года второй трейлер GTA 6 наконец-то вышел. И в отличие от других блогеров, которые уже записали свое мнение в первые же часы, я решил переместиться в более комфортные условия, чтобы не пугать вас своей страшной физиономией, создать наиболее приятную картинку, и это точно не потому, что в моей комнате сейчас помойка. Как видите, я уже подготовил свой боулинг-бук, у него даже наклеечки есть, и через него мы посмотрим на интересные детали данного трейлера, а также на моды, которые помогут перенести самые интересные моменты из трейлера в мир Майнкрафта. Кстати, давайте наберем 10 тысяч лайков, и я обязательно его разыграю. Итак, трейлер открывается с восхитительных видов города Вайс-Сити, в котором будет происходить большая часть игры. Мы сразу же можем увидеть, насколько детальнее стал игровой мир. К сожалению, точные копии карты еще не сделали в Майнкрафте, однако из альтернатив я могу предложить вариант, который был вдохновлен Майами, тем же городом, в котором происходят события игры. Ну или на крайний случай карту из GTA 5, если вам хочется что-то более приближенное к GTA. Отмечу, что я ни в коем случае не делаю сборку, а лишь предлагаю интересные моды и другой контент, чтобы вы уже сами могли решить, что больше вы предпочитаете. Ссылочки на карты, как и на все модификации из ролика, я оставлю в описании. Следом мы переносимся к дому, предположительно принадлежащему Джейсону, одному из главных героев, который зачем-то чинит крышу. Что мы, кстати, тоже можем сделать в Майнкрафте. Достаточно лишь залезть на нее и поставить блок в дырку. Его окликает персонаж по имени Брайан Хедер. И благодаря описанию с официальной странички игры, у нас есть его более точное описание. Само собой, самих персонажей в Майнкрафт мы никак не добавим, но я периодически рисую скины в формате 128 пикселей, и если кому-то надо, то как только данное видео наберет больше 1000 лайков, я сделаю парочку из них и залью себе в телеграм-канал совершенно бесплатно. Немного промотав вперед, мы можем застать Джейсона в машине, и лично мне в глаза бросается одна офигеннейшая деталь. Посмотрите на отражение в зеркалах и остальных поверхностях. Они отражают информацию, которая не видна даже в экранном пространстве. А значит, мы можем не сомневаться в том, что здесь используется не SSR и даже не кубические карты, а полноценная трассировка лучей. Конечно, добиться таких же отражений, как в GTA или даже в Minecraft RTX обычными шейдерами невозможно. Но можно добавить хотя бы что-то похожее на глобальное освещение, которое, кстати, скорее всего тоже сделано в игре с помощью трассировки лучей. Лично я советую посмотреть на шейдеры Kappa или Rethinking Voxels. Вторые я использую довольно часто, и вы могли их видеть в моем ролике по FNAF. Также отмечу, что они добавляют что-то похожее на отражение с технологией Lumen из Unreal Engine 5, что тоже является приятным дополнением. Также и сам автомобиль было бы неплохо заполучить. Для этого у меня тоже есть несколько предложений. Одно из них это мод под названием Dragon's Violent Vehicles. Он добавляет машины, которые в отличие от многих других вписываются в стилистику Майнкрафта, и само собой их даже можно красить. Также, если вы хотите добавить нотку безбашенности из вселенной GTA, то можно добавить мод Automobility, который позволяет делать как машины, так и абсолютно безбашенный транспорт по типу тележки с двигателем. Однако, если вы хотите получить действительно крутой транспорт, то мод Immersive Vehicles, который недавно переехал на версию 1.21, покроет все ваши потребности. Да, машин в моде пока не настолько много, но зато имеются уникальные механики, как, например, включение поворотников или открывание дверей. Ну и управление здесь тоже очень удобное. А вот для следующей сцены с кассовым аппаратом мне особо предложить нечего. Однако, если вы хотите внедрить в Minecraft аналог банковской системы, то на помощь придет аддон для мода под названием Create, который добавляет систему вендоров, банковские терминалы и что-то похожее на полноценную валюту. Следующий кадр уже намного интереснее, ведь в нем мы можем видеть много интересных машин и даже самолет. Я не нашел модов, которые не выбивались бы из стилистики игры и при этом содержали похожие модели, поэтому если вы знаете подобный мод, то милости прошу в комментарии. Но скажу, что лично мне понравился мод под названием Aviator Dreams. А что, в GTA 5 и такие самолеты есть, и даже летать на них в принципе можно. Not now! Выбив долг из продавца, Джейсон решил прикупить себе немного попить. К сожалению, прям такого же современного варианта я тоже не нашел, но можно попробовать мод под названием Drink Beer Refill, который добавляет более классический вариант пива в бочках. Конечно же, никуда не деться без фастфуда, и в мире GTA его действительно много, поэтому используем мод под названием Fast Food Delight, который добавляет картошку, бургеры, роллы и другие вредные вкусности.
Уже дальше трейлер показывает нам более привычную картину для игр серии GTA. Джейсон проезжает мимо полиции, которая на заднем плане пакует какого-то чела и его братков. Видимо, за то же, за что и пакуют в GTA 5. Hey, you keep us safe, all right, officer? Hello. You are going down. LSPD, you want a bullet in your ass? Вроде как модов на NPC полиции, похоже на GTA, все еще не придумали, но если у вас каким-то образом получится завести себе друга, то рекомендую поставить мод Police and Prisoners. Он не добавляет ничего особенного, но в нем имеется полицейская дубинка, которая станет игроков, наручники и даже тюремная роба. Закончив свою поездку, Джейсон приезжает в тюрьму, и из диалога с охранником мы можем предположить, что он когда-то тоже был заключенным здесь, либо вообще является полицейским под прикрытием. И вот снаружи навстречу ему выходит девочка, которую зовут Люсия Каминос. На этом моменте трейлер ускоряется и начинает набирать обороты. Судя по всему, нам показывают очень залипательную физику игры и нарезку того, как персонажи, так сказать, поднимаются по карьерной лестнице, входя в различные авантюры. Отдельно мне бы хотелось отметить физику волос. Насколько я знаю, подобные волосы никак не добавить в Майнкрафт, но если вы хотите нацепить что-нибудь забавное на свою лысину, то мод Gin Games Hair C предложит такую возможность. Работает он таким образом, что в нем есть отдельное меню, в котором, двигая ползунки, можно придать форму 3D волосам. Но я бы все равно использовал скины, так как выглядит это, будто вашу голову облепили пластилином. Конечно, в этой нарезке мы также видим куда более значительную механику из GTA, а именно огнестрельное оружие. И тут хочу вас обрадовать, ведь мод Timeless and Classic Zero добавляет такие пушки, которые по проработке не уступают даже Call of Duty. А там она куда выше, чем в GTA. А если вам не будет хватать дефолтных пушек, то на помощь спешит комьюнити мода, которая сделала просто уйму качественных аддонов, начиная с Helldivers 2 и заканчивая даже Cyberpunk 2077. Отдельный аддон даже добавляет проработанный вид от третьего лица, что однозначно приблизит нашу игру к внешнему виду GTA 6. К нему также обязательно добавляем Better Third Person, чтобы сделать камеру ближе к GTA и RDR 2. К слову, если у вас нет друзей, то можете поставить мод Custom NPC и сделать себе как братков, так и целую пачку враждебных группировок и полицейских. А с модом Physics, который добавляет рэгдоллы, в каком-то плане можно даже приблизить игру к физическому движку Эйфория. Само собой, где-то только на 1%, ибо ту вещь невозможно воссоздать в майне. Также, раз события трейлера происходят в городе, периодически мы можем заметить кучу красивой мебели и даже игровую консоль, похожую на смесь PlayStation 5 и PlayStation 4. Для мебели в список идеально вместился Mr. Crayfish Furniture, современная версия известной всем классики. Мод добавляет кучу полезной мебели и даже техники. Для игровых консолей также можно внедрить моды Decorative Gaming Consoles или Gaming Deco, в зависимости от того, какой дизайн вас больше устраивает. В одном моменте также виднеется всем известная механика телефона, который, судя по прошлому трейлеру, значительно прокачали. Благодаря iMod у нас тоже есть возможность пользоваться телефоном. Он позволяет смотреть погоду, делать заметки, играть в змейку или тетрис, а также делать полноценные фотографии и переписываться с друзьями. Опять-таки, если у вас, конечно, они есть. И я бы сказал, что на этом моменте больше нет механик, которые можно было бы добавить. Тем не менее, в трейлере было еще пара моментов, в частности связанных с наполнением мира и технической составляющей. Судя по описанию сайта разработчиков, нас ждет огромное множество локаций, из которых Vice City, Leonida Keys, Grass Rivers, Порт Гелхорн, Амброзия и гора Калга. Конечно, эти места кто-то должен заселять, и я не говорю про людей, а больше про всякую живность. Например, лоси, или вот лично вы заметили енота в начале трейлера. Вот я заметил, честно. Добавить подобных животных нам поможет парочка модов, как, например, многим знакомый Alexis Mobs, который добавляет просто огромную кучу мобов, Spawn или Wildlands, в котором есть те же аллигаторы, и лично мне также очень нравится проработка медведей, но если уже напрямую повторять содержимое трейлера, то из них только Alexis Mobs включает в себя енота. И напоследок пробежимся по различным графическим фишкам. Первую вещь я хотел видеть еще в сборке по Дикому Западу, но тогда такого еще не было. Речь идет об объемных облаках, которые точно будут в GTA 6, ибо она использует тот же движок, что был в Red Dead Redemption 2. Для них устанавливаем мод Better Clouds. Опять-таки повторюсь, что многие визуальные моменты из Red Dead Redemption 2 перейдут в GTA 6, поэтому моды Subtle Effects и Dynamic Trees тоже идут в список моих рекомендаций. С ними мир выглядит более наполненным и детальным, а также многие партиклы были изменены в лучшую сторону. А чтобы взрывать эти блоки с большим энтузиазмом, как это было в трейлере, улучшаем стандартные эффекты с помощью мода Explosives Enhancement.
Ну и для особой атмосферы добавляем моды Biome Particles Weather, улучшающие погодные эффекты, а также Particular Reforged и Coastal Waves, значительно увеличивающие погружение за счет добавления красивых волн и динамичных всплесков, которые помогут получить более похожее впечатление, как было в GTA 5. По большей части, это все, что мне хотелось бы вам предложить. Но, так и быть, расскажу еще о парочке. Например, есть просто суперский мод, который добавляет... Fucking shit! Cut!